Всем привет! После выпуска про битву 400-кубовой японской четырехцилиндровой классики, кто не смотрел, ссылка будет в описании, теперь переходим и к элите. Сегодня вы увидите историю соперничества самых больших японских классических мотоциклов с двигателями от 1000 и до 1400 кубических сантиметров. Начнем, конечно же, с Honda CB 1000 Super 4, которая также получила название Big One. Мотоцикл появился у дилеров в 1992 году и получил дефорсированную рядную 998-кубовую четверку жидкостного охлаждения от Honda CBR 1000F, которая здесь выдает 98 лошадиных сил и 84 ньютон-метра крутящего момента. Разгон 260-килограммового мотоцикла до 100 занимает 4,5 секунды, максимальная скорость 220 км в час. Бак вмещает аж 22 литра топлива, хотя средний расход заявлен в 5 литров на 100 км. Honda CB 1000 Super 4 оказался чрезвычайно надежным мотоциклом, который заработал для всей серии CB репутацию неубиваемой классики. В 1996 году литровая CB покинула конвейер. В этом же 1992 году появился и флагман классической серии от Kawasaki, модель Zephyr 1100, который использует рядную 1062-кубовую четверку воздушно-масляного охлаждения от Kawasaki GPZ 1100. В этой дефорсированной версии двигатель выдает 93 лошадиные силы на 8000 оборотов в минуту и 89 ньютон-метров крутящего момента на 7000. От 0 до сотни мотоцикл разгоняется около 4 секунд. Максимальная скорость 220 км в час. Бак вмещает 19 литров топлива. В 1994 году в борьбу включилась Yamaha, выкатив XJR 1200. Сердцем мотоцикла стала рядная четверка объемом 1188 кубических сантиметров от спорт-туриста Yamaha FJ 1200. В этом варианте двигатель выдавал 98 лошадиных сил и 91 ньютон-метр крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весил 255 кг. При этом от 0 до сотни XJR 1200 разгонялся за 4 секунды. Максимальная скорость 230 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,8 литра на 100 км. Бак вмещает 21 литр. В отличие от младшей версии, вместо шестиступенчатой коробки передач XJR 1200 имел пятиступенчатую. В 1995 году был представлен главарь бандитского семейства Suzuki GSF 1200 Bandit. Здесь установлен двигатель от Suzuki GSX-R 1100 с воздушно-масляным охлаждением. Его объем был увеличен до 1157 кубических сантиметров. Силовая установка выдавала 98 лошадиных сил и 91 ньютон-метр крутящего момента. От 0 до сотни GSF 1200 Bandit разгонялся за 3 с небольшим секунды. Максимальная скорость 240 км в час. Сухая масса 211 кг. Бак вмещал 19 литров. В 1996 году также появляется версия S с обтекателем. В 1996 году обычную версию мотоцикла Kawasaki Zephyr 1100 пополняет новая модификация со спецованными колесами Kawasaki Zephyr 1100 RS, которая производилась до 2002 года. В этом году из-за новых экологических требований двигатель оставшейся обычной версии снижает свою мощность с 93 до 91 лошадиной силы, а в 2003 году и вовсе до 86 лошадиных сил. Крутящий момент стал 83 ньютон-метра. Емкость топливного бака уменьшается до 18 литров.
Мотоцикл без изменений был снят с производства в 2007 году. В 1997 году на замену Kawasaki Zephyr 1100 для экспортного рынка была выпущена новая модель Kawasaki ZRX 1100, а Zephyr стал продаваться только на японском рынке. В отличие от воздушно-масляного мотора на Zephyr, ZRX 1100 получил новый двигатель жидкостного охлаждения уже от спорттуриста Kawasaki GPZ 1100, который был схож с мотором от Kawasaki ZZR 1100 и отличается от него распредвалами, формой поддона, отсутствием шестой передачи и использованием карбюраторов с уменьшенным диаметром диффузора. 1052-кубовый двигатель выдавал 106 лошадиных сил и 98 ньютон-метров крутящего момента. Японские версии, как всегда, имели меньшую мощность — это 100 лошадиных сил и 96 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 245 кг ZRX 1100 от 0 до сотни разгонялся за 3 с небольшим секунды. Максимальная скорость 230 км в час. Бак вмещал 20 литров топлива. Модель сразу имела две версии: обычную с квадратной фарой и обтекателем и классическую с круглой фарой, которая имела название Kawasaki ZRX 1102. Мотоцикл без изменений был снят с производства в 2000 году. Этот же 97 год ознаменовался и появлением на европейском рынке спецверсии Yamaha XJR 1200 SP, которая отличалась оригинальной черно-бело-желтой раскраской. Все остальное без изменений. Эта модификация продолжала предлагаться параллельно обычной версии вплоть до окончания производства в 1998 году. На смену Yamaha XJR 1200 в 1998 году пришла версия Yamaha XJR 1300. Новый двигатель объемом 1250 кубических сантиметров в зависимости от рынка выдавал от 98 лошадиных сил в Японии и до 106 лошадиных сил в Европе, и от 98 до 100 ньютон-метров крутящего момента соответственно. В снаряженном состоянии мотоцикл весил 253 килограмма. Бак вмещал 21 литр. От 0 до сотни XJR 1300 разгонялся за 3,5 секунды. Максимальная скорость 250 км в час. В 1999 году появляется модификация SP. В этом же 1998 году появился и самый большой представитель классического семейства от Honda, модель Honda CB 1300 Super 4. Мотоцикл получил 1284-кубовую четверку, которая выдавала 100 лошадиных сил и 119 ньютон-метров крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весил 272 килограмма. Бак вмещает 21 литр. Разгон от 0 до сотни около 4 секунд. Максимальная скорость 240 км в час.
Также в 98-м появился еще один классический мотоцикл Suzuki GSX 1200 Inazuma. За его основу был взят двигатель от Suzuki GSF 1200 Bandit, который был перенастроен для повышения тяги на низких оборотах. Однако это был все тот же воздушно-масляный силовой агрегат объемом 1157 кубических сантиметров, выдающий 100 лошадиных сил и 98 ньютон-метров крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 236 кг. Бак вмещает 18 литров топлива. Разгон от 0 до сотни занимает около 4 секунд. Максимальная скорость 240 км в час. Мотоцикл был снят с производства в 2001 году. В 2000 году Yamaha XGR 1300 подвергается неофициальному рестайлингу и получает более 200 изменений, которые были незаметны на первый взгляд, но привели к снижению общего веса мотоцикла на 8 кг. Мотоцикл стал весить 245 кг. Помимо этого, расположение райдера стало более комфортным, а управляемость повысилась за счет немного измененного бака, сиденья, руля и настроек подвеса. В 2001 году на смену снятой с производства модели ZRX 1100 пришел Kawasaki ZRX 1200. Его рядный четырехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения был увеличен до 1164 кубических сантиметров. Он стал выдавать 122 лошадиные силы и 112 ньютон-метров крутящего момента. Японские версии по-прежнему производили ровно 100 лошадиных сил. Снаряженная масса мотоцикла 246 кг. От 0 до сотни байк разгонялся чуть больше 3 секунд, а максимальная скорость составляет 240 км в час. Бак вмещает 19 литров топлива. Классическая версия с круглой фарой была доступна только до 2004 года, а версия с полуобтекателем стала носить название Kawasaki ZRX 1200R. В 2001 году обновился и главарь банды Suzuki GSF 1200 Bandit, который помимо нового внешнего вида получает и небольшие изменения в двигателе и системе охлаждения. Бак стал 20-литровым. 2006 год стал последним годом производства модели. Этот год также ознаменовался и появлением самой большой классической модели в истории Suzuki GSX 1400. Сердцем гиганта является рядный четырехцилиндровый двигатель воздушно-масляного охлаждения объемом 1402 кубических сантиметра. Он выдает 106 лошадиных сил и 126 ньютон-метров крутящего момента. Мотор построен на базе двигателя от Suzuki GSF 1200 Bandit, который был значительно переработан, а также была добавлена инжекторная система питания с двойными дросселями. В итоге 250-килограммовый GSX 1400 способен разогнаться до сотни за 3,2 секунды. Максимальная скорость достигает 260 км в час. Мотоцикл был снят с производства в 2008 году.
В 2003 году выходит новое поколение паровоза Honda CB1300 Super 4, которое официально стало поставляться и в другие страны. Внешне модель практически не изменилась. Однако мотоцикл наконец-то получает инжекторный двигатель. Мощность теперь стала составлять 115 лошадиных сил и 116 ньютон-метров крутящего момента. 45-мм вилка меняется на вилку с диаметром перьев 43 мм. Обновляется и задняя подвеска. В 2007 году выходит Suzuki GSF 1250 Bandit. Он получает новый 1255-кубовый двигатель уже жидкостного охлаждения, а за питание отвечает инжектор. Максимальная мощность составляет 100 лошадиных сил и 107 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса 222 кг. Бак вмещает 19 литров. Разгон от 0 до сотни занимает 3,5 секунды. Максимальная скорость 250 км в час. Однако голая версия производилась до 2012 года, после чего осталась только версия S. В 2007 году Yamaha XGR 1300 получает некоторые технические изменения. Вместо карбюраторов наконец-то появляется электронный впрыск топлива. Мощность мотоцикла остается прежней, а вот крутящий момент вырастает до 108 ньютон-метров. Главное визуальное изменение — это новая выхлопная система с клапаном экзап, которая теперь вместо двух имеет только один глушитель с правой стороны. В 2009 году Kawasaki ZRX 1200R получает технические обновления, главным из которых стало наконец-то появление инжекторной системы питания. Двигатель стал выдавать 110 лошадиных сил и 107 ньютон-метров крутящего момента. Также вместо обычных появились лепестковые тормозные диски, однако шестипоршневые суппорта уступили место четырехпоршневым. Коробка передач обзавелась шестой ступенью. В таком неизменном виде мотоцикл производился вплоть до 2016 года. В последний год производства была выпущена версия Final Edition. В 2010 году появилась новая классическая модель Honda CB1100, которая без изменений продается в двух исполнениях и сегодня. За версию EX просят в Японии 1 362 900 йен, это $9600. Версия RS стоит чуть подороже, 1 403 000 йен, это $9900. Рядная четверка объемом 1140 кубических сантиметров воздушно-масляного охлаждения выдает 90 лошадиных сил и 91 ньютон-метр крутящего момента. При сниженной массе в 255 кг, а от 0 до сотни байк разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость 210 км в час. Средний расход топлива заявлен в 5,5 литров на 100 км.
В 2015 году Yamaha XR 1300 получает последнее обновление, и в названии добавляется буква C. Главное изменение — это, конечно же, внешность. Мотоцикл стал визуально меньше и теперь имеет дизайн в стиле ретро. Появилась новая, заметно меньшего размера фара. Бак новой формы стал пластиковым и похудел до смешных 14,5 литров, что становится проблемой для любителей дальних поездок. Благодаря этому снаряженная масса снизилась до 240 кг. Выхлопная система теперь красится в черный цвет. Технически все осталось без изменения. Помимо основной версии, также появилась и версия в стиле Cafe Racer Yamaha XR 1300C Racer. Она отличается наличием переднего полуобтекателя и клипонами вместо обычного руля. Однако из-за нового ужесточения экологических норм, которым уже сильно устаревший двигатель не соответствовал, XR 1300 уже в 2016 году закончил свой путь на конвейере. Последнее незначительное обновление Honda CB 1300 Super 4 получила в 2021 году. Добавился электронный дроссель, круиз-контроль, 3 режима двигателя, трекшн-контроль, а также квикшифтер в качестве опции. 1284-кубовая четверка немного убавила прыти и стала выдавать 113 лошадиных сил и 112 Нм крутящего момента. При сниженной массе в 266 кг CB 1300 от 0 до сотни разгоняется за 3,8 секунды. Максимальная скорость 220 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,8 литра на 100 км. Бак вмещает по-прежнему 21 литр. Эта легенда продается и сегодня. Цена в Японии 1 562 000 йен. Это по нынешнему курсу примерно $11 000.